Итак, добрый вечер. Мы продолжаем разбираться с тем, с чем психоанализ на самом деле должен считать своим долгом разбираться. Именно с тем, что предстает в качестве предела, который, как выражается Лакан, со стороны, занимаемой анализом, то есть стороны андроцентрической, стороны мужского субъекта, не дан. Этот предел выражен в том, что желание женщины является для мужского субъекта неусвояемым, но только для субъекта мужского. На самом деле совершенно очевидно, и Фрейд очень быстро это замечает, что существует нечто такое, по отношению к чему остается в женщине отчужден и сам женский субъект. Наблюдение это Фрейд производит в тот момент, когда разрабатывает первичные очертания эдипового комплекса, в ходе развития которого он делает бескомпромиссное заявление, согласно которому в ходе развития субъекта он по преимуществу в самом начале Эдипа занимает мужскую сторону, независимо от того, каким полом он снабжен при рождении. То есть есть в субъекте нечто такое, что не просто причастна удача занять мужское место, как иногда этот отрывок Фрейда читают, но нечто такое, что именно женским субъектом оттеснено. То есть мужскую сторону субъект занимает не потому, что в мужской гендерной позиции есть что-то более самоочевидное или изначальное, а именно потому, что на эту позицию он оказывается оттеснен женщиной, осуществляющей воспитание. Если у вас есть мать, то будьте уверены, независимо от того, какого вы пола, на определенной стадии развития мужская позиция будет вам предзадана. То есть, по выражению Фрейда, девочка, как и мальчик, желает мать. Причем нужно сразу иметь в виду, что под желанием Фрейд понимает не ту перспективу, в которой мы обычно его читаем, это не сладострастие, не выраженная в любовном томлении потребность, а нечто такое, что всегда граничит с тревогой. Желать мать означает быть в крайней тревоге относительно того, что она с собой несет своим желанием как женщина. И в этом отношении, несомненно, конечно, что рано или поздно девочке уготована судьба преодоления этой границы, при том, что преодолевает она ее очень плохо. Не случайно я предпослал в качестве одной из литературных единиц этого сезона Юлию Кристеву с ее силами ужаса. Кристев, как я в прошлый раз сказал, настаивает на том, что мать неусвояема для субъекта полностью, и что более того, если субъект находится на женской стороне, то эта неусвояемость повышается в градусе. Я полагаю, что Кристев здесь исходит из мифа, согласно которому мальчику рано или поздно приходится со своей мужской позицией смириться, именно поэтому в матери он находит что-то более-менее привлекательное. Девочка же остается в той самой позиции, которую Кристева, не называя лесбийской, поскольку лесбийская любовь для нее как раз-таки является от материнской любви уходом, тем не менее, все еще, опираясь на фрейдовский миф, рассматривает как нечто невыносимо близкое. То есть с девочкой происходит то, что к матери она оказывается близко настолько, что не может с этим никак совладать. Именно поэтому по ней проходит расщепление, она остается отчуждена. Работа Кристева достойна внимания, но есть в ней нечто такое, что делает ее воплощенным лукавством. Это лукавство Лакан описывает тогда, когда указывает на то, что женщины-аналитики, невзирая на их усердие в отношении изучения женской психологии, но, разумеется, намекает на Хелен Дейч, на Карен Хорни, тем не менее, эти женщины-аналитики не смогли нам сказать о женском наслаждении то, что психоанализ тщился из этого предмета извлечь. Женщины, как Лакан выражается в 20-м семинаре, говорят нам не все. И именно к этому не все я собираюсь в этом сезоне подступиться, показав, что проблема с ним не в том, что оно слишком заповедно, глубоко вытеснено или очень далеко, а скорее в том, что оно находится в месте культуры, неудобном для проговаривания. Именно к этому неудобству проговаривания, к одному из предметов, составляющих это неудобство, я сегодня намереваюсь подойти. Начну я с момента, который неудобен уже для нас именно в том случае, если мы занимаем позицию психоаналитика. Я имею в виду позицию лакановскую. Известно, насколько текст Лакана нас истеризует, то есть насколько он внушает нам тревогу, насколько он заставляет нас чувствовать свою неполноценность и, естественно, чтиться ее каким-то образом восполнить. И выражается это в том, что после чтения Лакана мы становимся крайне разборчивы в выборе слов. То есть мы усваиваем, что есть вещи, к которым лакановский язык относится с выраженным презрением, есть позиции, которые для Лакана неприемлемы, есть удовольствие, которое Лакан своим дискурсом воспрещает, я имею в виду удовольствие мысли, естественно, удовольствие концепта. Скажем, взять на скидку концепт юнгианский, не очевидно ли, что это воплощенное наслаждение, как я и сказал в прошлый раз. Именно такого рода вещи в лакановской перспективе оказываются отстранены. То есть Лакан – это деятельное возражение наслаждению специалиста, в частности, психоаналитика или психотерапевта.
Как только мы испытываем тревогу в согласии с тем механизмом, который я описал в курсе, посвященном обсессии, как только тревога Лакана становится нашей тревогой, мы начинаем совершать определенного рода интеллектуальные телодвижения. Это именно телодвижение, потому что мы начинаем метаться. И это метание подводит нас к тому, чтобы также быть крайне осторожным в выборе слов и концептов. Мы не позволяем себе то, что не позволял себе Лакан. И это одно само по себе указывает на то, что психоаналитическое чтение имеет своим последствием перенос. Этого не происходит с чтением философским, по крайней мере, в современности. Да, были времена и периоды, когда чтение философа или даже прослушивание философа на уровне античности вызывало в аудитории присвоение его тревоги и резко повышало градус тревоги собственной. То есть возникало то, что можно было бы назвать уровнем, который регулировался представлениями о том, о чем, скажем, должно мыслить, а о чем мыслить не потребно. Но эти времена, похоже, прошли, и философ сегодня не является фигурой, на которую перенос мы можем образовать. Зато это успешно удается психоаналитику. И начиная с Фрейда мы видим, что вмешательство психоаналитического текста заставляет нас нервничать, что после него мы не способны вернуться к тем невинным наслаждениям в мысли, которым до этого, возможно, предавались. Это означает, что перенос совершился. Так вот, перенос в случае Лакана заключается в том, что некоторые концепты становятся после его серьезного чтения напрочь воспрещены. В частности, это, например, концепт, который я сегодня собираюсь использовать с несколько неожиданной стороны, поскольку сам Лакан на эти темы никогда не говорил. Речь пойдет о концепте счастья. Известно, что перспектива счастья, если мы действительно придерживаемся ориентиров лакановского анализа, в целях анализа не находится. То есть, вопреки тому, что иногда говорил Фрейд, делая намеки на то, что анализ способен субъекту что-то от того самого первичного, утраченного в ходе развития счастья вернуть, Лакан так не считает. Именно поэтому мы можем безошибочно отличить лакановскую парадигму от всех прочих, поскольку ни о лечении, ни о умиротворении, ни об удовлетворении, ни о счастье она не говорит. Именно это вызывает ту самую нервную реакцию, которую я описал выше. Те, кто сидят на Лакане довольно плотно, не позволяют себе на эту тему высказываться. Но, тем не менее, если мы говорим о женщине и женском, нам приходится, особенно если мы к нему подходим со стороны, с которой мы собираемся совершить продвижение в этом году, со стороны матримониальности, со стороны того, что происходит с женщиной в браке. А именно это я своим предметом в этом году собираюсь сделать. Если мы говорим о том, что происходит с женщиной в присутствии мужчины, то мы не можем о счастье не заговорить. В том числе потому, что об этом говорят сами женщины. И если у кого-то возникает желание упрекнуть их в том, что они говорят об этом мало, то это лишь потому, что их язык систематически воспрещен. Другое дело, разумеется, что женщины находят соответствующие площадки, что у них существует объединение по интересам, где они могут бесконечно эти темы обсуждать. Но если поглядеть на соответствующие ресурсы, то видно, что они этого опять же не делают. Есть вещи, которые интимнее самой интимности. Скажем, ни у кого сегодня не вызовет удивление обсуждение каких-нибудь девайсов для женского мастурбирования. Никого не напугает самая откровенная тема, связанная с интимным уходом за ребенком. Но есть вещи, которые остаются для обсуждения неудобными, в том числе и потому, что никто не знает, как к ним поступиться. Другое дело, что они завещаны так, что как будто бы у каждой женщины на этот счет есть какое-то знание. И именно о знании поэтому я сегодня хотел бы кратко сказать, продолжая тему прошлого года. Если кто-то помнит, в прошлом году я выделил два типа знания. Во-первых, это знание S2, так называемый дискурс. Дискурс сегодня – это не просто котлован, в котором намешаны разные способы высказываться, как это представляется со своей стороны социальная культурология. Дискурс – это вполне определенная деятельность, к которой подключается субъект, овладевающий публичной речью. Я приводил пример, который обладает достоинством в смысле понятности, но, конечно, совершенно не будем теоретически, потому что никто этим не занимается. Пример связан с использованием социальных сетей. Как только вы читаете что-нибудь задевающее вас лично, разумеется, фокус в том, что лично вас задевать не должно. Ни проблемы гомосексуальности, ни проблемы Украины, ни проблемы выбора американского президента совершенно среднестатистического субъекта не касаются. Именно, разумеется, поэтому он с такой охотой эти темы обсуждает. Сказать, что они не вызывают в нем тревоги, было бы поспешно. Во всяком случае, от какой-то тревоги они позволяют защититься, иначе бы социальные сети просто разорились бы. То есть, по существу, они возможны за счет того, что у субъекта есть настоятельная потребность знанием пользоваться. Под знанием мы понимаем не текущее положение дел, не информацию о том, что там сегодня в Сирии, а те способы вступания в дискуссию, которые субъект обычно использует. Как правило, у всех у нас в этом отношении опыт, достаточно провести в любой социальной сети несколько недель и обнаружить, что все субъекты говорят одно и то же, с одинаковым градусом запальчивости.
Очень скоро мы начинаем прослеживать характерные линии, эпизоды, отрывки, аргументацию. Мы можем определить, до какой степени тот или иной субъект осведомлен, а кто вошел в дискуссию только вчера и ведет себя наивно. Тот самый момент, задающий вам движение, когда вы просто не можете очередной тред не прокомментировать. Те самые способы, которые вы задействуете в ту секунду, когда подбираете наиболее ядовитые и ехидные выражения, то ощущение самодовольства, которое вы претерпеваете в те минуты, пока вам еще никто не успел ответить, и которое рассеивается как дым, когда вас послали более изощренно, вот это все и есть функционирование знания под именем S2. Это те способы, которыми субъект демонстрирует, что он не только происходящему причастен, но и что у него якобы есть какая-то точка, из которой он на это происходящее может повлиять. Точка, конечно, совершенно иллюзорная, полностью принадлежащая воображаемому. Это знание одного типа. В то же время в курсе прошлого года я подошел к знанию другого типа. Это знание, которое я назвал знанием ограбленных. Знание это субъект имеет тогда, когда его сексуация находится на пике. Под сексуацией мы понимаем вхождение в определенные порядки наслаждения с помощью частичных объектов. Именно поэтому в прошлом году я совершенно серьезно занимался тем, чем аналитики сегодня практически не занимаются, а именно стадиями психосексуального развития, связанными с соском, анальным объектом и объектом фаллическим. Тогда, когда субъект еще не вошел в то самое, что Анна Фрейд, оформив писание своего отца, назвала латентной стадией, когда сексуация угасает, завершается, по крайней мере, завершается ее первая фаза, как это называет Фрейд. До тех пор, пока сексуация на ходу, пока субъект еще учится из частичных объектов извлекать наслаждение, знание не то чтобы ему доступно, разумеется, он ничего в нем не понимает, но во всяком случае он им пользуется. Я приводил в пример детскую мастурбацию. Особенно характерно в этом отношении мастурбация именно женская, что для курса этого года, конечно, не безразлично. Известно, что так или иначе, хотя маленьким девочкам об этом никто не рассказывает, и более того, у них нет никакого визуального вожатого, который мог бы им подсказать, как это происходит, они так или иначе этим знанием овладевают. То есть знание представляет собой средство добывания наслаждения. Я сказал, что знание это пропадает, теряется, когда субъект вступает в латентную стадию, когда его начинает соблазнять то, что Анна Фрейд рассматривает, конечно, в педагогической перспективе, она считает это чем-то благим. Поступление в школу, отроческие игры, заведение друзей и прочие практики, которые субъекта совершенно от сексуальности, я имею в виду от первичной, этой самой долатентной сексуальности, отвлекают. Есть подозрение, что именно для этого, собственно, школа и создана, что именно для этого институт образования существует. Хотя, на самом деле, конечно, опасения руководителей этого образования ни на чем не основаны, потому что, по всей видимости, стадиальность субъекта не зависит от того, какого рода знания на уровне S2 ему предлагается. То есть, ограбив субъекта на его детское наслаждение, этого наслаждения лишив, ему предлагают как раз-таки средства вхождения в речь, которые совершенно поменяют его судьбу. И которые в итоге подтолкнут его к знанию того типа, о котором мы сегодня и говорим, знанию университетскому, S2, способности спорить и дискутировать, находя в этом невесть какое наслаждение. Именно к порядку этого первичного знания относится то, что витает в воздухе и что объединяет женщин в отношении ресурса их собственного наслаждения. Я имею в виду здесь концепт, который бесхитростно и в то же время довольно точно фигурирует в культуре под именем концепта женского счастья. Я не случайно сказал выше, что разговор о счастье может показаться смешным, особенно в лакановском курсе, посвященном лакановскому способу образования теории. Вот здесь есть место. Пожалуйста. Но если сам Лакан концептом счастья не оперирует в клинике, то ничего нам не мешает посмотреть на этот концепт с точки зрения исторической и взглянуть, не можем ли мы что-то из него извлечь именно в наши мысли, в мысли, посвященные женскому. Конечно, с одной стороны, это вызывает у нас удивление и даже брезгливость. Женское счастье относится к концептам, к которым с большой ненавистью относится феминистическое движение, поскольку предполагается, что этот концепт укоренен на уровне патриархальности. То есть, как правило, если речь заходит о женском счастье, то если нам это ничего не говорит, если это самое счастье мы не считаем чем-то таким, что есть у нас или у наших женщин, последнее всегда, конечно, крайне самонадеянно с мужской стороны, даже если мы об этом ничего не говорим, мы все равно испытываем неудобство, потому что у нас возникает впечатление, что это женское счастье каким-то образом противоречит эмансипации. Именно поэтому разговор о нем будет крайне неприличен, скажем, в социально-критической перспективе, которая сегодня полностью пронизана феминистскими гендерными исследованиями. Говорить о женском счастье означает пренебрегать женской самостоятельностью. Но самое интересное, что когда я со своей стороны попробовал предпринять небольшое историографическое исследование и посмотреть, когда, собственно, эта концепция женского счастья появляется на свет,
то обнаружил, что искать ее нужно в периоде довольно позднем, то есть максимально к нашему времени приближенном. Ничего похожего на женское счастье не обнаруживается в источниках в достаточной степени древних, ничего близкого даже к нему нету в средневековой литературе. Казалось бы, в Возрождении для него должна появиться какая-то почва. Но нет, во всяком случае, его невозможно обнаружить у философов этого периода, равно как и у первых литераторов. Ничего о женском счастье не удалось найти у Монтэня, хотя я был уверен, что там оно должно быть. И вдруг неожиданно оно, как из-под земли, появляется приблизительно в тот период, который ознаменован возникновением большой европейской литературы, то есть приблизительно начиная с Руссо. И как это ни странно, в своем полноценном, так сказать, дискурсивно-полнокровном виде пресловутое женское счастье оформляется чуть ли не на уровне Мопассана. То есть для того, чтобы до него докрутить, чтобы до него по ленте времени добраться, необходимо было взять литературу, во всяком случае, если не современную, то к нам по времени ближайшую. Именно у тех писателей, которых мы как раз считаем оплотом протеста, у писателей-реалистов, у реалистов французских, то есть у писателей, которые стояли на позиции довольно, если не диссидентской, то, по крайней мере, противоохранительской позиции, прогрессивной, даже прогрессивистской в своем роде, именно у этих вполне современных, много сделавших для раскрепощения среднего буржуа писателей, вдруг обнаруживается вот это самое пресловутое женское счастье, причем обнаруживается в виде чего-то такого, что уже к этому времени как будто бы успело стать утраченным. Здесь возникают специфические логические взаимоотношения со временем, которые, несомненно, отсылают и к лакановской перспективе, потому что именно Лакан намекает нам на то, что если что-то присутствует на уровне текста, то будьте уверены, что на уровне желания оно уже претерпело утрату. Женское счастье подается в романах Мопассана как нечто такое, о чем в курсе каждая женщина, по крайней мере, женщина, достигшая определенного возраста. Но уже Мопассан намекает на то, что пресловутое женское счастье претерпевает коррозию, исчезновение, и о нем знает не каждая женщина, а лишь, скажем так, наиболее опытная и в то же время не утратившая душевной чистоты. То есть это женское счастье является чем-то крайне неуловимым, и чтобы его нащупать, женщине необходимо совершить какое-то движение. Причем какого рода это движение, ей никто не говорит. То есть перед нами загадка. Загадка, с которой, по-видимому, должна была столкнуться каждая молодая девушка, когда в день перед ее свадебной ночью мать уводила ее на свою половину и пыталась в неловких словах, нам даже трудно себе не представить, что бы это могло бы быть. У Мопассана приведен специфический отрывок очень любопытного характера, но мы не можем быть уверены, что он хорошо передает речевые практики того периода, то есть первой половины XIX века, речевые практики, посредством которых мать, неловко путаясь в словах, пытается посвятить девушку в то, что ждет ее в момент потери девственности. Именно за потерей девственности наступает это пресловутое женское счастье, и сводить его, скажем, к уютному гнездышку, к мужу или к детям было бы совершенно неправильно. Напротив, уже у Мопассана ярко видно, что последнее предстает скорее в своем роде дополнением, даже аксессуарами того самого бытия, которое женщина в браке обретает. То есть перед нами символическая операция, остающаяся неясной в своих основаниях. Ее никто не сформулировал, ее никто не проговорил. Ну, очевидно, что, в общем-то, это касается любого пола. Скажем, есть практики мужской инициации. В отличие от инициации женской, они гораздо более неприкрыты. С ними легче иметь дело, они описаны культурологами, например. То есть мы знаем, что это за практики. Как правило, это практики насильственного взаимодействия, это практики тщательно взращиваемого в мальчике обществом шовинизма и мизогинии, через которые он приобретает свою мужественность. То есть как выглядит посвящение мальчика, мы в общих чертах представляем. Как выглядит посвящение девушки в то, что фигурирует на уровне вышеназванного концепта, у нас представления нет ни малейшего. Тем не менее, даже сегодня, иногда в каких-то проговариваниях или в намеках, женщина утверждает, что это счастье им доступно. Любопытно, что если находиться в пространстве аналитическом, то о нем услышать ничего нельзя. То есть оно сменяется, известие о нем сменяется на жалобы касательно разнообразных проблем, и это зачастую специалиста может даже обмануть. Аналитику не так редко кажется, что обратившаяся к нему клиентка в браке несчастна. Именно потому, что мужем она не удовлетворена по целому ряду параметров, потому что она испытывает разочарование в собственной карьере, потому что семья и брак для нее не стали чем-то таким, на что она рассчитывала в более нежные свежие годы. И это как раз-таки очень предательский момент, потому что на самом деле все пресловутые перипетии, в которые женщина в браке попадает, ее подчиненное положение, которое, как верно замечает феминистка, с годами не очень-то изменилось, невзирая на технический прогресс, все это к пресловутому женскому счастью не имеет никакого отношения. И я настаиваю на том, что
то, что мы называем этим словом, необходимо искать как раз-таки с помощью средств аналитических. То есть, говоря о женском счастье, мы не должны разыскивать его на уровне житейских обстоятельств и мерить его, опираясь на наши впечатления о браке. Напротив, разыскивать его нужно в тех операциях, которые женщина совершает на том уровне, который Фрейд называет бессознательным. Эти операции не поддаются наблюдению так легко, их необходимо истолковывать. То есть они должны подвергаться реконструкции, их нужно восстанавливать на теоретическом уровне. К чему это восстановление нас ведет? Для того, чтобы начать о нем разговор, необходимо вернуться немного раньше и поговорить о двух важных концепциях, в свете которых женская и женственность рассматривается, по крайней мере, в западной парадигме. Это концепция, обозначенная двумя латинскими словами, представляющими собой очень отдаленные синонимы. Прежде всего, это каститас, то есть целомудрие, девственность. Слово это имеет паронимическую пару, которая звучит как кастимония. Интересно, что если каститас относится только исключительно к женщинам и подразумевает, собственно, сохранение целомудрия до брака, то кастимония может относиться и к мужчинам и предполагает некую душевную, возвышенную, нравственную чистоту. Второй концепт, на самом деле, совершенно с первым несовместимый, на него не похожий, это концепт пудор, то есть стыдливости. Любопытно, что впоследствии два эти концепта склеились в европейских языках и превратились, скажем, на уровне английского почти что в синонимы. Очевидно, что каститас преобразовалась в честити, которая может означать все, что угодно. Если вы откроете словарь, то увидите, что это и благоразумие, и способность держать себя в руках, и душевно-нравственная чистота, и способность не пасть под тем смутным и грязным, во что мир может вовлечь не только женщину, но и мужчину. То есть это практически все, что угодно. Но на уровне латинского концепта, скажем, если вы посмотрите в слова Жана-Батиста Дюмениля, то увидите, что там действительно слова эти хотя и даны как синонимы, но синонимы они не являются. Перед нами действительно то, что можно назвать совершенно разными направлениями дискурсивности. То есть перед нами два разных корня. Как я уже сказал выше, если каститас относится к чистоте исключительно девственной, то есть к чему-то такому, что можно проверить на уровне тела, то с пудором, стыдливостью все гораздо сложнее. Перед нами что-то такое, что касается некоторых качеств души. В любом случае, если оказывается нарушено то или другое, то женщина приходит в состояние, которое можно обозначить состоянием некондиции. При этом заметьте, что даже на уровне современности эти два концепта все же остаются различимыми. Так, например, что будет, если мы поговорим о женщине, которая, как кажется, совершенно утратила возможность на то и на другое претендовать, о женщине, которая торгует своим телом, то есть о проститутке. Мы обнаружим, что и здесь, в частности, как раз-таки в ту эпоху, в которой застают Мопассан, Золя, Бальзак и прочие авторы, феномен проституции отмечен в большой степени противоречивостью. Проституция не всегда женщину марает полностью. Да, конечно, каститас проститутка лишается, тут спору нет. С этим, конечно, этому невозможно возражать. Но зато иметь что-то такое, что англичане называют устаревшим словом pudity, или puditus, то есть что-то такое, что касается именно душевной чистоты, благородного нрава, она вполне может. Именно с этим связано присущее мужчинам этого времени искушение проститутку спасти, что, например, нашло свое выражение в некоторых французских романах. То есть, если даже проститутка потеряна для целомудрия в предельном физическом смысле этого слова, то ее душевное достоинство все же каким-то образом остается при ней. В ней что-то есть. Более того, в ней есть какой-то драгоценный объект, который мужчина в своей мускулинной гордыне тщится вырвать из грязи и очистить, с тем, чтобы потом этой женщиной завладеть. Мы знаем, как этот фантазм толкуется на аналитическом уровне. То, что мужчина ищет в проститутке, это, разумеется, не чистота и не та возможная девственность, которую он может отмыть от скверны. И ищет он, разумеется, фаллос другого мужчины. В этом смысле такого рода отношения к проститутке не случайно толкуются аналитиками, как содержащее в себе нечто гомосексуальное. Но в любом случае это ничему не препятствует. Если это отношение имеет место, то не возвращает ли нас это к тому, что как раз-таки выше было названо кастимонией. Каститаса женщина лишена, но та душевная чистота, которая может принадлежать как мужчине, так и женщине, а особенно это касается молодых мальчиков и фебов, остается при ней. То есть, по существу, как ни странно, если рассуждать диалектически, в проституции есть нечто такое, что приближает к сути женского не как развратного, а именно как неприкасаемого. Как бы ее ни морали, какие бы пальцы ее ни касались, как вскрикивает в одном из романов Золя молодой герой, я сумею это преодолеть, мы можем быть вместе. Именно через измерение чистоты, вот этой самой честити,
мы и можем подойти к тому, что фигурирует в качестве бессознательной подкладки женского счастья. Очевидно, что сегодня, если мы говорим о феномене проституции, то сразу же обязаны делать оговорки, опять же, продиктованные феминистским способом подхода к делу. В частности, многие феминистки настаивают на том, что проституция – это просто работа, и что необходимо относиться к этому как к любой профессиональной деятельности. То есть речь идет о квалификации, о системах допуска, контроля, защиты прав трудящихся и тому подобных вещах. С другой стороны, есть противоположное мнение, согласно которому проституция требует жесточайшей криминализации, которая ударила бы не по проститутке, опять же, не по женщине, которая торгует своим телом, а по мужчине, который покупку совершает. Все это, конечно, возвращает нас к некоторым средневековым практикам, то есть заставляет нас задумываться не только о женской, но и мужской чистоте. И мужская чистота возвращается здесь в виде крайне жестоком, потому что криминализация мужчины по существу означает наказание, сопоставимое с кастрацией. Но все эти вещи, какими бы существенными для современного обсуждения проблемы не были, затмевают от нас то, что всякая попытка женщину от этого смысла падшести, когда она теряет свой кастетос, очистить, то есть все попытки, совершаемые в том числе феминистками, но и в том числе также многими другими правозащитниками, все попытки заявить о том, что женщина представляет собой субъектность точно такого же типа, как и мужчина, что в женском наслаждении нет ничего, что обрекало бы ее на падение, связанное с утратой этого самого целомудрия. Все эти попытки уводят нас от того, что происходит именно в наслаждении женщины на уровне, где она с помощью своей женственности способна извлечь наслаждение из мужчины. Именно в этом смысле Лакан говорит о науке. Под наукой он понимает не только науку физическую, которая постоянно перекраивает и разрушает мир в его предпосланном религии единстве, но под наукой Лакан понимает в том числе университетскую науку, то есть науку гуманитарную, науку общественную, в частности социологию. Не очевидно ли, что именно социология сделала так, что у нас возникает возможность не делать различия между мужским и женским способом обращения с наслаждением на уровне речи. Мужчины и женщины превращаются в то, что Лакан называет людьми. На самом деле называют он, конечно, это вслед за Хайдеггером, дасман. В неразличимую массу. И многие видят в этом прогресс. Необходимо, чтобы нас поняли правильно. Психоаналитика, разумеется, не является консерватором в том смысле, в котором консерватизм бичуется тем же феминизмом. Тем не менее, очевидно, есть перспектива, в которой психоанализ не может с феминизмом и вообще с активизмом, который требует равного положения женщины, согласиться. Речь идет не о равных правах, а о чем-то таком, что касается именно анализа. Как только мы начинаем анализировать женского субъекта, как только он сам начинает раскрывать некоторые секреты, обнаруживается, что сколько бы нас не убеждали в том, что различия не присутствует, на уровне сексуальных отношений оно все же есть. Разумеется, из этого не обязательно делать широкие выводы, которые несомненно, делали наши предшественники, лишавшие их оснований, скажем, женщин избирательных прав, и связывавшие это именно с тем положением женщины, которое как раз-таки к женскому счастью ее предпосылает. То есть очевидно, что, как заметила Вирджиния Вульф, избирательное право было у женщины вырвано, украдено, и вместо этого ей был всучен пресловутый концепт женского счастья. То есть был предпринят незаконный обмен, обманная сделка. Тем не менее, даже на уровне этого консервативного, отвратительного для любого современно мыслящего субъекта знания есть что-то такое, что отсылает нас к определенного рода истине. О чем я говорил в прошлом году, указывая на то, что, возможно, на стороне человека прогрессивного, человека демократических взглядов, которого мы сегодня называем либералом, и находится знание у него не отнять, в его распоряжении, причем полностью. Он регулирует его отправление и изобретает его механизмы. Тем не менее, на стороне консерватора, на стороне того, кого мы сегодня считаем субъектом отсталым, субъектом закореневшим в шовинизме и прочих грехах, на его стороне находится истина. Разумеется, не в том смысле, в котором мы должны были перед этой истиной склоняться. Склонение перед истиной – это дело философов. В анализе под истиной мы понимаем проскочившую тревогу, которая не обманывает. Каким бы неприятным консервативный субъект не был, какими бы отвратительными и сексистскими его шутки не являлись, тем не менее, что-то такое близкое к анализу в его речах проскакивает. Разумеется, буквально пользоваться этим не обязательно. То есть на его стороне истина в том плане, в котором действительно аналитическое рассмотрение положения женщины относительно наслаждения заставляет нас фиксировать, что в этом положении нам не только ясно не все, но и это положение ставит женщину в ситуацию, в которой ей приходится обходиться с собственными средствами наслаждения иначе, чем это делает мужчина. Именно это я назвал знанием во втором смысле, то есть знанием, которое Мопассан фиксирует как знание матерей, но это, конечно же, и знание вообще всех генитальных субъектов, то есть это знание, которое они приобретают через генитальность, через ее опыт.
знание, о котором вам никто не может толково рассказать, которое вызывает только бегание и меканье, но именно поэтому оно является знанием не в смысле университетском, не в смысле С2. Перед нами не дискурс, а в своем роде ожидание того, что наслаждение сработает, выстрелит. Вот что такое знание в аналитической перспективе, в дискурсе аналитика. Это знание на месте истины. Истина же может касаться только наслаждения его средств, потому что ничем другим субъект в своем бытии не закреплен. Он ничем в бытии от других сущностей не отличен. Единственная сущность субъекта, его единственный дизайн, как сказал бы Хайдеггер, состоит в том, что он наслаждается. И наслаждается определенными способами. Так вот, в отношении дизайн женского, как это незабавно звучит в хайдеггеровском языке, приходится констатировать, что какие бы меры правозащитниками не предпринимались, какого бы успеха женское равноправие не достигало, существуют такие эпизоды в жизни женщины, когда это равноправие улетучивается, когда оно испаряется как дым. И речь далеко не только о тех эпизодах, в которых неравенство женщины все еще выступает зримо и грубо. Скажем, речь, например, не только о неравноценном доступе к медицинскому обслуживанию, о чем в последнее время нам приходится говорить в связи с известными дискуссиями, поднятыми на уровне правительства. Речь не обязательно о запрете, например, на аборт. Тем не менее, есть такие интимные эпизоды в ходе женского функционирования, в ходе функционирования женского бессознательного, когда происходит сопряжение между тем, что, опять-таки, древние с мужской позиции называли потерей девственности, уступкой, в широком смысле слова. Речь не обязательно о потере девственности через взаимодействие с гименом. Речь именно о том, что мы могли бы как раз-таки вслед за римлянами назвать пудором, то есть стыдливостью. Есть такого рода эпизоды в жизни женщины, когда она стыдливостью может поступиться, то есть когда падение все же происходит, когда совершается какая-то уступка. Лакан это формулирует в 10-м семинаре в эпизоде, посвященном бесплодной земле, где он избирает стихотворную строфу, в которой повествуется о женщине, которая уступила мужчине в его домогательствах. Причем она уступила так, что совершенно непонятно, произошло с ней что-то или нет. В отличие от дискурса изнасилования, который сегодня в ходу и которым пользуется просвещенный субъект, чтобы убедить всех, до какой степени женщина уязвима. То есть, в отличие от плотного изучения культуры изнасилования, Лакан обращает внимание на совершенно другую сторону женской уступки, показывая, что женщина способна уступить мужчине так, как будто бы ничего не произошло. Мы не можем узнать задним числом, желала она этого или нет. Разумеется, момент этот крайне деликатный, в том числе с юридической точки зрения, поскольку здесь открыто злоупотребление с обеих сторон. Но Лакан как раз в стремительности своего движения этот момент проскакивает и требует нас все же обратиться к месту, где в желании женщины наступает немая зона. В данном случае женщина в земле Эллиота уступает прыщавому юнцу, который, конечно, не способен совершить был над ней никакого насилия, но разве что, кроме того насилия, которое выражается в попытках мужчины и женщину разжаловать, и которые вызывают у нее снисходительную улыбку. В любом случае, этот мужчина ничего собой не представляет, по всей видимости, он довольно жалок, но эта девушка-машинистка ему уступает. И когда он уходит, она продолжает прерванное занятие, то есть возвращает на пластинку иглу граммофона. То есть сексуальный акт в ее случае фигурирует как пропажа времени. Не только в том смысле, что она его потеряла. Естественно, речь идет в том числе о том, что мы не знаем, получила она наслаждение или нет. Скорее всего, речь не о наслаждении в ее случае, а просто об уступке. Именно в том смысле, в котором об этом говорит Лакан. Английский глагол to stoop. Заметьте, что он с уступкой на русском сходен. To stoop означает тоже, опять же, очень большое количество действий. Это и спотыкание, и поступание принципами, и вступание в какую-то не совсем благородную субстанцию, но это может быть и уступка именно в том смысле, в котором мы привыкли это воспринимать. То есть субъект слегка поступается принципами, но при этом он остается непоколеблен. Именно здесь пролегает то фундаментальное различие между мужским и женским положением в отношении символического, поскольку, как замечает Лакан, и это отвечает нашему повседневному опыту, если мужчине приходится чем-то поступиться, то это оставляет на нем след. Именно для этого в определенный исторический период фигурирует понятие мужской чести и всего того, что нам сегодня кажется бессмысленным хламом, но, во всяком случае, этого хлама был смысл в отношении к символическому. Поступиться честью означает нанести на себя отметину несмываемого характера. В случае женщины, напротив, все обстоит наоборот. Она может поступиться так, что это никак ее не коснется, эта чистоты ее не затронет. То есть она, опять же, потеряет каститус, но не потеряет то, что касается этого самого пудора, стыдливости.
Именно поэтому мы говорим о том, что женское наслаждение, оказывается, непостижимо, потому что в нем невозможно дать отчет. Если спросить эту машинистку, насладилась ли она, был ли этот мужчина хорош, являлся ли он, возможно, лучшим в ее жизни, очевидно, что она просто пожала бы плечом. Это как раз-таки то, что подводит нас к возможному женскому счастью со стороны неожиданной. Я как раз-таки, как уже было сказано выше, призываю вас не ассоциировать его ни с удовлетворенностью, ни с переживанием блаженства. То есть его не нужно, грубо говоря, путать с любовью. Здесь возникает подмена, потому что именно с любовью молодые девушки, особенно девушки, так сказать, выражаясь старомодно неопытные, склонны его спутать. Они еще не подозревают, что женское счастье любви не касается, что то, что они испытывают в любви, по существу во многом от мужского влечения неотличимо, то есть до той поры, пока женщина генитальной не стала, ее желание остается помеченным мужским способом желать, то есть способом неопределенно символическим, способом, к которому причастен каждый субъект. В ее желании нет специфически женского. Напротив, когда женщина отягощена специфическим опытом пребывания в браке, у нее возникает свой способ подхода к наслаждению, который сопряжен не только с известной ненасытностью, становящейся предметом шуток со стороны мужской, шуток, но в равной степени и жалоб. Потому что известно, что, как, по крайней мере, как нам говорят физиологи, мужская сексуальность по отношению к женской развивается гораздо раньше, и что когда женщина только-только входит во вкус, мужчина уже до определенной степени угас. Это представляет некоторую проблему, во всяком случае проблему семейного характера, но нас опять же интересует не вопрос потенции. Напротив, нас интересует то способ подхода к наслаждению, который женщина может извлечь на острие диалектики того, что было выше описано как два способа поступаться своим благочестием. Так вот, тогда, когда любопытным образом всякий каститос для женщины утрачен, очевидно, что в браке его нет, римляне, конечно, прибегали к уловкам, именно для этого они изобрели понятие матроны. Это женщина, которая каким-то образом является чуть ли не девственницей, причем девственницей ее делают ее дети. То есть, чем больше детей у матроны, особенно детей мужского пола, тем в большей степени она рассматривается как субъект, который свою непорочность сохранил и приумножил. Все это, разумеется, уловки. Любопытно, что, с другой стороны, эти уловки обладают достаточной степенью влиятельности. Даже сегодня они способны оказывать на нас воздействие. Но в любом случае крайне любопытно, что тогда, когда женщина лишается этой самой пресловутой девственности, она не утрачивает возможность поступиться ей еще сколько угодно раз. Именно это отличает ее от мужчины, у которого, как известно, есть только одна честь, который может только однажды себя унизить, по крайней мере, публично. После этого для него наступает что-то такое, что Лакан называет выходом в мир. То есть, если пребывание мужчины на сцене заканчивается крахом, если он себя роняет, если он совершает что-то несовместимое с нормами сообщества, то есть приобретает, как сегодня говорят в социальных сетях, нерукопожатность, ему приходится отправиться в скитание. Вернется ли он, неизвестно, и вернуться ему в любом случае придется в каком-то другом качестве. Женщины это требование не касается. Ей удается его обойти, потому что после того, как, казалось бы, все совершенно утрачено, после того, как вступление в брак произошло, после того, как невозможно уже более, казалось бы, пасть ниже, совершенно очевидно, что уловка брака, хотя до определенной степени восстанавливает женскую честь, она все равно не может вернуть женщине того, что как раз-таки римляне называли девственностью. Даже тогда у женщины не только не пропадает способность что-то еще уступить, но, напротив, она как будто бы только-только входит в свою силу. Это крайне любопытный момент, который я хотел бы осветить, указав на инстанцию, без которой понять происходящее совершенно невозможно. На самом деле очень любопытно, если мы посмотрим на пресловутое развитие мужчины из мальчика, как получается так, что в итоге, как однажды выразился один из психологов, по-моему, это был Игорь Кон, как так получается, что из смеси шовинизма, грубости, хамства, разболтанности, которая представляет собой подросток мужского пола, вдруг появляется на свет смиренный мужичонка, готовый желание женщины удовлетворять. Как это чудесное превращение совершается? То есть, как из мальчика появляется мужчина не в смысле воинском или профессиональном, а именно в том смысле, в котором мужчина претерпевает зримую кастрацию, заставляющую его ранее такого нетерпимого, такого шовинистского, такого грубого по отношению к женщинам, вдруг перед женским желанием склониться. То есть как вообще образуется на свет тот, кого мы называем мужем и отцом. Совершенно очевидно, что это происходит с помощью уловки, которую я уже назвал выше. Это уловка означающего, которая тесно связана с именем отца. Ведь совершенно очевидно, что даже если мужчина подрастает, приобретает некоторый опыт, понимает, что ему предстоит отцом стать самому, научается стирать пеленки, менять подгузники, даже если мужчина все это начинает делать, совершенно очевидно, что для него это не становится чем-то иным по отношению к тому, что он в этом видел ранее.
Совершенно очевидно, что уровень невозможности, уровень бесстыдства, уровень никуда не годности подобного сферы бытия все еще остается в силе. То есть даже если мужчина очень цивилизован, даже если он в достаточной степени воспитан хорошо, все равно, конечно же, в его сознании остается представление о том, что женское бытие, особенно на уровне плоти, сопряжено с бесстыдством. Что роды, менструации и прочие предметы функционирования женского организма все еще являются чем-то совершенно недопустимым. Как же получается так, что мужчина совсем не способен смириться? То есть как получается так, что он становится именно мужем и отцом и начинает к этому терпимо относиться? Очевидно, что происходит это через очищение посредством отцовского означающего. Отцовское означающее – это то, что способно даже на самые бесстыдные, развратные действия наложить печать символического благородства, необходимости. То есть мужчина – это тот, кто преодолел тот способ воззрения на женщину, который транслирует монах в небезызвестном романе «Имя Розы» Умберто Эко. Монах, который заявляет, что женщина представляет собой не что иное, как мешок со слизью и костями. Мешок, которому не только отвратительно вручить то самое порочное, что у мужчины есть, его собственный орган, но которому еще противнее вручить свое желание. То есть вожделеть, который совершенно недопустимо. Это тот взгляд, посредством которого на женщину смотрел бы маленький мальчик, если бы он о женщине что-то знал. Скажем, Фрейд был убежден, что маленький мальчик о женщине знает довольно много, именно поэтому он, по выражению Фрейда, презирает всех этих баб, по-немецки это тоже звучит грубо, вальба, бабенка. И презирая бабенок, мальчик, входя в становление в качестве мужчины, в какой-то момент свою высокомерную позицию утрачивает. Еще вчера он рассказывал друзьям сальные анекдоты и обсуждал, как ему дала та или иная девушка, а сегодня он уже бежит в молочную кухню. На самом деле удивительно, что мы так мало уделяем внимания этому превращению, поскольку оно по существу своему очень сложно и требует довольно мощных теоретических средств для своего объяснения. Иначе, чем через имя отца, как я уже выше сказал, это превращение не объяснить. Только имя отца позволяет мужчине увидеть в тех же самых кровавых или слизистых так называемых женских делах нечто не только терпимое, то есть переносимое, но и благородное, скажем, связанное с воспроизводством потомства. То есть мужчине необходимо подключиться к соответствующему институту означающего, чтобы в культуру этот элемент вобрать. И более того, это происходит довольно интенсивно, например, на том уровне, который мы называем государственным, и от которого сегодня так страстно пытаемся отделаться, полагая, что он не обязателен. На самом деле мы не знаем, что он делает толком, тогда, когда мы критикуем государство, пусть даже конкретное государство, если мы не являемся анархистами и не считаем, что без него можно обойтись в принципе, то нужно сказать, что по существу мы на самом деле не представляем, до какой степени оно с отцовским означающим спаяно, скреплено. По существу, по крайней мере в нашей ситуации, я имею в виду ситуацию современности, только институтами государства, похоже, это отцовское означающее и может функционировать. Именно поэтому на уровне государства наблюдается поддержка института защиты женщины и материнства, защита брака и защита всех прочих элементов женского бытия, которые, как уже было сказано, можно усвоить только через прикрепление к означающему отца. Иначе их вобрать в символическое невозможно. И успех государственного урегулирования мы видим уже хотя бы в том, что мужчина действительно приобретает очень высокую степень терпимости. То есть мы-то обычно, особенно в нашей российской ситуации, полагаем, что государство представляет собой, опять же, оплот патриархата. То есть он транслирует мизогиническую, шовинистскую позицию по отношению к женщине. Возможно, до определенной степени, в определенном стиле правления так оно и есть, но очевидно, что именно государство к добру или к худу, но так или иначе, привносит ту самую смягчающую, связанную с отцовским повелением роль, которая позволяет супружеской паре как-то ужиться с особенностями друг друга. Можно увидеть, как это происходит на примере, например, одного эпизода из «Абдайка», в частности, тетралогии, посвященной кролику. Как известно, главный герой представляет собой консерватора, хотя и не очень агрессивного, но, в всяком случае, довольно упорного, со всеми присущими им консерватизму, шовинистскими замашками. Но даже он, выслушав отчет своей жены о прочитанной книге, которую ей дали на женском семинаре, книге, которая повествовала об антропологических практиках обращения с женщинами в период тех самых дней, то есть период, когда наши предки рассматривали женщину как ввергающуюся в нечистоту и себя нечистоту извергающую, и предпринимали разного рода защитные меры, связанные с удалением женщины от племени и помещением ее в особое место. Выслушав этот рассказ от твоей жены, немало ему удивившись, кролик, хмыкнув, сообщает своей жене, что, пожалуй, даже с его точки зрения, это чересчур. «Извини, говорит он ей, что мы поступали с вами так несправедливо».
И, в общем, все это указывает на успех, который совершает то, что Фрейд называет цивилизацией. Это слово тоже требует определенного объяснения, потому что под цивилизацией Фрейд понимает не научно-технический прогресс, не развитие письменности или там, способности коммуницировать, а цивилизация представляет собой то, что можно было бы назвать стреноживанием мужского расщепления. Расщепление, которое Фрейд описывает в соответствующей работе, посвященной расщеплению мужской сексуальной жизни, которая, как известно, содержит агрессивный, с одной стороны, и, с другой стороны, нежный компонент. Цивилизация это расщепление закрепляет, делает его хроническим, то есть консервирует, но в то же время предпринимает попытки для его устранения. Устранить его полностью, разумеется, нельзя, но во всяком случае мужчина приобретает тот самый цивилизованный вид, в котором он способен стать как раз-таки заботливым мужем и нежным отцом. То есть, что означает стать нежным мужем и заботливым отцом? Это означает принять те самые проявления женского, которые были невыносимы для мужчины в период его первичной, то есть мальчишеской сексуации. Эти проявления больше не становятся предметом шуток, анекдотов, наоборот, мужчина начинает относиться к обязанностям крайне серьезно, у него уже не вызывают стыдливости определенные женские проявления отправления. Именно, собственно, это в бытие отца и вкладывается. На это, собственно, отцовское означающее и работает. Что эта перемена означает для женщины? Приходит ли тем самым пара к гармоничному соотношению, в котором мужчина, наконец-таки, этот бывший дурачок, эта дубина, догоняет в своем развитии женщину и приобретает такую же серьезность в супружеских обязанностях, в обязанностях воспитания ребенка, поддержания порядка в доме и так далее, как и она. То есть имеет ли место просто устранение запаздывания в развитии? Я как раз-таки хочу сегодня показать, что этого не происходит, и что расщепление остается на своем месте, потому что тогда, когда мужчина, становясь отцом, делается в отношении женщины крайне предупредителен и терпелив, тогда, когда он способен вобрать с ее стороны все, что угодно, женщина приходит не к тому, что можно было бы назвать гармонической успокоенностью, она приходит не к раскрепощению, как опять же могло бы показаться, учитывая условия, созданные со стороны мужчины. Напротив, именно в этот момент она начинает стремиться на уровне бессознательного совершить вот это самое уступ, падение. То есть тогда, когда она уже является женой, и в ряде случаев матерью, когда, казалось бы, она обретает статус Матроны, и с ее стороны уже ничего не может быть потеряно, она против только приобретено в символическом, она как раз-таки начинает приобретать вкус к потере чести. Разумеется, речь идет не о каких-то телодвижениях, разрушающих брак, напротив даже. Мы говорим сейчас не о бесчестии в его фундаментальном смысле. Речь исключительно о бессознательных проявлениях, о жестикуляции в области маленьких удовольствий, которые женщина может даже не замечать, особенно если она к самоанализу и к самонаблюдению не склонна. Тем не менее, очевидно, что если в браке что-то происходит, то это повторение сцены грехопадения. Раз за разом, видя, что мужчина относится к проявлениям женской слабости терпимо, под этой слабостью можно понимать совершенно разные вещи, как то, на что обрекает женщину ее деликатная физиология, так и проявление того специфически женского, что женщине все еще приписывается, невзирая на протесты со стороны гендерной теории. Как известно, эта теория утверждает, что не существует ничего специфически мужского и женского, а все, что имеет место, представляет собой не более чем социальный, в ряде случаев насильственный конструкт. То есть существуют разного рода экстравагантные гипотезы, скажем, гипотеза скандинавского воспитания, который утверждает, что если девочка и мальчика воспитывать с детства одинаково, то никакого гендерного различия между ними наблюдаться не будет. С своей, то есть аналитической стороны, мы имеем право подвергать такие гипотезы сомнению не потому, что мы противодействуем прогрессу, а по той причине, что то, что касается желания женщины, остается неизучено. Вполне можно предположить, что мужчину можно бросить в водоворот любых событий, но именно потому, что мужское совершается на уровне символического, именно потому, что мужчину можно убить на уровне символического один раз, ему так или иначе придется приспособиться. То есть вполне можно предположить, что мужское обладает до известной степени, с одной стороны, ригидностью в отношении означающего, а с другой стороны, пластичностью, потому что те наслаждения, которые мужчина получает, находятся в довольно широком спектре. То есть, как намекает, может быть, не совсем дружелюбно по отношению к женщине Фрейд, мужчине сублимация как будто бы более доступна. А раз ему доступна сублимация, значит, ему доступен более широкий спектр наслаждения, отклонения первоначального влечения. На самом деле, я полагаю, что дело не в этом, а в том, что не в том, что женщине какие-то наслаждения недоступны, или ей не дана сублимация, ничего подобного, конечно, и близко нет. Наоборот, в курсе прошлого года я показал, что если сублимация существует, то осуществляется она именно женщиной, которая способна извлекать из текста гораздо более непосредственное наслаждение, нежели мужчина. Тем не менее, о ригидности женского приходится говорить не потому, что женщина в чем-то ограничена, а потому, что у нее есть такие способы, которые мужчине не даны. То есть ее наслаждение отмечено какими-то специфическими пунктами, в которых женскую позицию можно узнать.
То есть, если мужчина, пока он сам себя не проявит, не струсит, скажем, не отступит, в той самой битве, которую Гегель фиксирует как битва господина и раба, если мужчина в ней не отступит, он остается неуловим. И напротив, есть такого рода практики, в которых женщина себя выказывает как испытывающая что-то характерное. Под этим характерным я понимаю то, что я назвал женщина уступает тогда, когда она, например, может мужчине пожаловаться. Или когда она, например, может перед мужчиной не скрываться. Когда она способна предъявить перед ним то, что в определенных условиях, если бы мужчина не был ей любим, она сочла бы постыдным. Именно это в браке происходит. То есть брак характеризуется тем, что женщина в нем способна сделать то, что она не может сделать больше ни с кем. Именно в этом сокровенная суть брака и состоит. Считать ли это чем-то для женщины полезным? Вопрос, конечно, отдельный, это неизвестно. Но в любом случае вся сокровенная суть брачного как раз-таки заключается в том, что у женщины появляется возможность сделать то, что она не делает больше ни в каком другом случае. То есть она совершает падение на глазах у мужчины. Прошу прощения. Это падение совершается ей всякий раз, когда она, например, уступает ему в постели. И дело даже не в том, что в сексуальности есть что-то непристойное, как раз наоборот, брак скорее сексуальность освящает, как мы знаем, а в том, что женщина совершает телодвижения, которые, например, с точки зрения пресловутой кастемонии могут казаться крайне постыдными. Или что женщина, например, предъявляет мужчине то, над чем мужчина, не будь он мужчиной, а оставаясь он мальчиком, разумеется, посмеялся бы. То есть всякий раз, когда женщина в браке требует от мужчины именно мужского, то есть она выходит за пределы его детской сексуации, когда она адресуется к мужчине как к тому, кто должен к ее слабости снизойти, как к тому, кто должен иметь дело с ее непристойностью, в этот момент она испытывает как раз-таки то, что мы прочитываем на уровне бессознательного, как наслаждение. Это наслаждение женщине дано не по той причине, что она, скажем, как-то особенно мужчине доверяет, и не потому, что она здесь испытывает какую-то вседозволенность. Напротив, то, что женщина начинает впервые испытывать с мужчиной в браке, это специфический стыд, которого она не испытывает с кем-то другим, скажем, с любовником или с ее первыми мальчиками. То есть брак приносит наслаждение именно потому, что он позволяет женщине совершать падение огромное количество раз, фактически бесчетное. Если пресловутое женское счастье существует, если оно вообще обнаруживается, то оно заключается, конечно же, именно в этом. То есть женщина способна в браке воспроизводить сцену грехопадения. Причем воспроизводить ее с позволения мужчины, потому что он-то ничем возразить ей уже не может. То есть всякий раз, когда женщина, не переходя границы непристойности, потому что, очевидно, в браке их перейти невозможно, брак на то и брак, что в нем дозволено все, тем не менее, всякий раз женщина ухитряется устроить непристойную сцену из самых простых действий. То есть тогда, когда она устраивает то, что в предыдущих лекциях я назвал маскарадом, то есть она совершает в отношении серьезности мужчины телодвижения, призванные его расшевелить, скажем, подразнить его и скрыться, или пошутить каким-то образом, который не дозволен в данном случае другой женщине, она воспроизводит именно эту самую потерю стыдливости, девственности, что и дарит ей наслаждение ничем не сравнимое. Как я выше сказал, что даже если это наслаждение не обнаруживается в анализе, даже если женщина в целом своим мужем недовольна, это не означает, что ей недоступно как раз-таки то самое специфическое падение, которое я только что описал. Напротив, именно этот способ падения женщина и усваивает с мужчиной, которого она полагает находящимся в своей собственности. По существу, по всей видимости, это то, что в браке женщину держит. И ни наличие мужа как такового, ни социальное достоинство, ни обладание детьми, как бы сильно это не воспевалось со стороны соответствующих государственных инстанций, не является тем, что женщину могло бы при мужчине удержать. Напротив, когда со своей мужской перспективы, со своей мужской точки зрения мужчина настаивает, что женщину в браке держит обязанности, то он скорее выдает желаемое за действительное. Напротив, если уходить на тот уровень, где женщина способна к определенному, как я сказал уже выше, отличающему ее от мужчины наслаждению, то оно реализуется именно там, где имеет место мужчина, с которым женщину не связывает ничего, кроме того, что сама женщина воспринимает как в своем роде склонение.
склонение не перед ней, не перед ее женским образом или какими-то священными обязанностями, а склонение именно перед тем фактом, что женщина от мужчины требует специфической терпимости к тому, что, как я сказал выше, мальчик бы не стерпел. То есть всякий раз, когда женщина играет на опасной грани, которая сопрягает первую и вторую мужскую сексуацию, первая сексуация напоминает сексуация ребенка, сексуация, которая наиболее интенсивная, и в которой он находится по отношению к женщине в отчужденном положении, потому что он извлекает наслаждение собственного тела. Вторая сексуация – сексуация генитальная, которая предпосылает мужчину к извлечению наслаждения именно при помощи женщины. Всякий раз балансируя на грани этих двух сексуаций, женщина способна высечь из мужчины нечто такое, что позволит ей опять-таки совершить на его глазах это самое падение, осквернение, загрязнение. Совершает она его, не теряя при этом символическом и даже, напротив, приобретая в своем роде возможность получить наслаждение заново. И эта самая перспектива остается мужчине недоступна. С одной стороны, она совершенно для него очевидна. Он видит, что его женщина подшучивает, подтрунивает, что она, скажем, с одной стороны, несколько стыдлива, а с другой стороны, например, может при нем переодеваться или принимать душ. Он все это принимает как должное и полагает, что это связано с тем, что он женщиной обладает. На самом деле, глупость мужчины, конечно, в этом смысле совершенно непредставима. То есть Бог знает, что, как говорит Лакан, мужчина себе думает, когда воображает себя Пигмалионом, сотворителем женщины. На самом деле он ничего в этом не понимает, он совершенно не может осознать, что именно брак его держит. И это, опять же, очень ярко показано Абдайком, который был настоящим специалистом по вот этому женскому наслаждению. Скажем, там есть эпизод, когда кролик и его жена собираются вечером в гости, и жена, принимая ванну, предпринимает так же, как это делают многие женщины, прямо в ней бритье ног. После этого она заявляет, что якобы бойлер уже остыл, и предлагает мужу, то есть кролику, в этой воде помыться. Кролик выражает недовольство, бурчит, но в итоге он в эту ванну залезает и даже как будто бы находит в этом свинстве определенное наслаждение. Здесь, конечно, успех вот этого самого женского падения, которое совершается на глазах у мужчины, и более того, увлекает мужчину за собой, представлено в кратчайшем и афористичном виде. Если о чем-то у нас возникает, конечно, искушение так подумать, и говорит первобытный библейский миф, то говорит он нам, разумеется, не о сексуальном. Во всяком случае, не о том сексуальном, которое мы в нем видим. И когда мы всякий раз видим в этом мифе именно грехопадение с точки зрения сексуального наслаждения, мы его толкуем так, как его толкует юный мальчик, которого, как известно, только это самое сексуальное падение интересует. Для него, как выражается Фрейд, всякая женщина – проститутка, даже если он ничего о взрослой женщине не знает. Напротив, для мужчины измерение проституции исключено. Совершенно очевидно, что проституция с женской не сопрягается, что если проститутка является женщиной, то это, скажем так, чисто институциональное, метонимическое совпадение. Напротив, женщина для мужчины – это та, которая как раз-таки, совершая мелкие грехопадения, не совершает крупного. То есть это та, которая при нем как раз-таки осуществляет разного рода непристойные действия, при том, что возразить мужчина и не может. Они же находятся в браке, где ничего непристойного априори, как уже было сказано, нет. Таким образом, если о чем-то этот библейский миф и говорит, если вообще мы имеем право его толковать, то, возможно, до определенной степени в нем заключено именно то знание, которое сопровождает мужчину, подсказывающему ему, что женщина делает что-то такое, что ему непонятно, причем она делает это с его помощью. Это, конечно, восстанавливает во многом женщину в правах, если не социально, то, во всяком случае, на уровне именно сексуального желания. Поскольку если, с одной стороны, принято считать, что мужчина пользуется женщиной как мастурбационным приспособлением, прибором, об этом неоднократно говорит Жижик, например, и, в общем, это справедливо. То есть женщина представляет собой девайс для мужского генитального удовольствия. Но, с другой стороны, это мужское генитальное удовольствие не выходит за пределы не только тела, но даже органа. В нем нет ничего такого, что относилось бы к тому, что со времен Аристотеля мы называем душой. В этом плане очевидно, что если мужчина наслаждается, то делает он это довольно ограниченным образом. Его наслаждение довольно забавно и жалко. Напротив, со стороны женщины имеет место гораздо более развитое приспособление для извлечения из мужчины наслаждения. Даже не прикасаясь к нему, женщина способна извлечь наслаждение из всего его существа. Здесь, очевидно, задействовано то, что можно было бы назвать душой. И в этом плане душа в сексуальном, как мы часто подозреваем и довольно справедливо, есть именно у женщины. То есть женщине достаточно всего лишь представить определенную сцену, ей даже нет нужды предпринимать какие-то действия. Ей достаточно, например, просто принять душ для того, чтобы извлечь полное наслаждение из присутствия мужчины и из того падения, которое она на его глазах совершает. Совершает дозволенным образом. И именно с этим связана та определенного рода женская агрессивность, которая сопровождает любые попытки со стороны мужчин или других женщин на это самое женское счастье покуситься.
Известно, скажем, что женщины относятся к материнству не так, как к нему относится мужчина. Когда мы говорим о женщинах, которых называем овуляшками, то есть о женщинах, которые слишком много внимания уделяют разного рода аспектам детоношения и деторождения, а также детовоспитания, то интересным образом в этом овуляшестве нет ничего такого, что указывало бы именно на женское наслаждение. Очевидно, что здесь женщина взаимодействует с ребенком на уровне символического, то есть встраивается в тот самый имя отца, в мужской строй, который позволяет ей свои обязанности отправлять. По существу на ее месте могут быть, как верно замечают, и мужчины. Когда женщина вчитывается в рецепт приготовления смеси для детского питания, она по существу находится на уровне символического, который также занимает в свою очередь и мужчина. Напротив, то специфически женское, что в материнстве сказывается, это, конечно же, то, что сопряжено с довольно крупным падением, которое роды собой представляют. Беременность, роды – это опять-таки то, что совершенно не вписывается в траекторию сексуальности мальчика. Более того, это то, что вызывает у нее отвращение, является предметом шуток и могло бы стать объектом для совершенно специфического выражения лица, представляющего собой брезгливую гримасу. То есть это именно то, чем мальчик реагирует на эти аспекты. Эта гримаса должна быть принята во внимание, она не случайна, то есть в ней есть нечто, так сказать, родовое, присущее всем маленьким мужчинам. И эта гримаса как раз-таки то, что не позволено мужчине тогда, когда он сам становится мужем и отцом. Эту гримасу он приходится засунуть, извините, очень глубоко. Но совершенно очевидно, что и беременность, и роды вызывают у мужчины тревогу. Даже если он в достаточной степени смирен, стреножен, кастрирован на уровне брака, ему все равно приходится как-то мириться с той тревогой, которую в нем эти женские процедуры, совершаемые с ее телом, вызывают. Тем не менее, мужчине приходится, опять же, с этим мириться, и здесь у него отнимают, как известно, все большую часть его свободы. Если раньше существовало пресловутое понятие, опять же, брачной стыдливости, которое выражалось в русской пословице «мужу-псу не показывай себя всю», то сегодня этот рубеж уже перейден, мужчины присутствуют при родах, мужчины принимают роды, причем будучи мужьями той самой женщины, которая роды претерпевает, мужчины взаимодействуют с ребенком на самых ранних стадиях его рождения, когда он еще, грубо говоря, и на человека не похож, то есть у него еще не смыто то, что отмечало его пребывание в материнской утробе. И в этом отношении у женщины открываются еще большие возможности для наслаждения. То есть, разумеется, мы не скажем никаких обидных или несправедливых вещей, если отметим, что женщина, безусловно, наслаждается материнством и родами не потому, что в этом раскрывается ее женская сущность, не потому, что она получает какие-то удовольствия, сопряженные с ее телом, хотя она, конечно, их получает. Ведь беременность по существу представляет собой наполнение пустой вазочки, как Лакан обозначает матку. То есть, наконец-таки, по выражению одного из литературных героев, забеременев женщина сыта. Это наслаждение, конечно, тоже нужно принимать в расчет, оно глубоко аналитично, с ним необходимо иметь дело, если мы анализируем беременного субъекта. Но существует и другое женское наслаждение, которое, похоже, анализу не подлежит, хотя на уровне теории мы должны принимать его во внимание. Это наслаждение связано с тем, что и беременность, и роды представляют собой, конечно же, обесчещение, потерю того самого пудр, потерю стыдливости, причем потерю, опять-таки, в дозволенных социальных рамках, потерю даже приветствуемую. Женщину подталкивает к размножению, государство от нее требует производства себе подобных. И именно потому, что государство этого требует, именно потому, что мужчине приходится свою гримасу держать подальше и не выказывать отвращения и страха, женщина может получить наслаждение именно с той стороны, в которой она совершает нечто недопустимое. То есть до какой бы степени это не было социально приемлемо, с этим, конечно, трудно спорить, но на уровне бессознательного, которого не обманешь социальными условностями, все еще творится то самое наслаждение беззакония. И это наслаждение беззакония, опять же, женщине достается потому, что она нарушила, попрала нормы, скажем так, сексуальной мужской эстетики, и ей за это ничего не было. И более того, мужчине пришлось с этим не только смириться, но и женщину за совершенное превозносить. То есть, я не скажу, что здесь женщина испытывает садистическое наслаждение, это скорее было бы мужским подозрением. Но речь, несомненно, идет именно о наслаждении дозволения, о наслаждении того, что то, что было нельзя, вдруг становится не только дозволенным, но и одобренным. Вот это самоизмерение дозволенного и одобренного для женщины крайне важно. Анализ это показывает. Разумеется, объект наслаждения себе желают все. Мужчины тоже не дураки понаслаждаться, хотя Лакан указывает, что все-таки до определенной степени в наслаждении они имбецилы, потому что им доступен только частичный объект. Женщине доступно гораздо больше, она способна оперировать большим диапазоном взаимодействия с другим субъектом, то есть женщина представляет собой единственный подвид субъекта, который может извлекать наслаждение помимо частичного объекта. И поэтому, когда мужчина, получив свой кусок наслаждения, удаляется с сексуальной сцены, что, конечно, выражается в специфических практиках воспитания, опять-таки, мужчин, особенно мужчин молодых,
Как, скажем, происходит взаимодействие на уровне, когда сталкивается воля мужчины, молодого и постарше? Очевидно, что здесь повторяется древнейшая сцена, которая имеет место в том числе на уровне животном, когда более молодому хищнику, более молодому члену стаи позволяется взять небольшой кусок от туши и удалиться с ним в место, где он не будет вожаку досаждать. То есть мужчине позволяют взять объект и делать ноги. «Бери и убирайся». Вот по существу фраза, обращенная к мужчине со стороны мужского социума. С женщиной так не получается. Женщина не только берет, но она берет это таким образом, который заново воспроизводит, как уже было сказано, сцену дозволения. Ей позволено падать неоднократно, и ей позволено в этом падении задействовать мужчину, заставляя его при сцене падения присутствовать. Она берет, и за это ей ничего не бывает, и более того, все обращаются с ней так, как будто бы она дает. Вот удивительнейший фокус, который женщине удается провернуть. Фокус, конечно, заставляющий с большим уважением относиться к женским возможностям с этой точки зрения. То есть уже на одном этом примере очевидно, до какой степени пластичной оказывается женское обращение с наслаждением, до какой степени богата эта палитра, и до какой степени убого то наслаждение, которое способен получить мужчина. Это наслаждение, которое я сегодня характеризовал, должно лежать в основе того, к чему мы подошли в прошлый раз, заканчивая нашу встречу. Это наслаждение, связанное со специфическим дозволением, которое женщина совершает от мужчины в тайне. То есть та операция подключения маленького ребенка к женскому наслаждению, которую я описал в прошлый раз, уже мужчине не адресована, и тем не менее гипотеза состоит в том, что это подключение наслаждения возможно с помощью тех же механизмов, с помощью которых женщина свою уступку, падение в отношениях с мужчиной осуществляет. То есть подключение ребенка к женскому фантазму происходит тогда, когда женщина те же самые механизмы, с помощью которых она использовала присутствие мужчины в качестве способа извлечения наслаждения, в качестве, так сказать, опоры, упругой стенки, в которую можно ударить с тем, чтобы получить ответный заряд энергии, когда этот самый способ обращения с мужским объектом женщина, слегка его трансформируя, переносит на ребенка. Вот в этот момент открываются врата в ее желание, и поскольку ребенок находится не на той же позиции, что мужчина, как было сказано в прошлый раз, ему доступна теория, то есть ребенок сталкивается с наслаждением другого, с его желанием, с фактом того, что он желает на теоретическом уровне, в отличие от мужчины, для которого это измерение уже закрыто, если, конечно, он не проходит собственный анализ. Ребенку приходится извлечь из этого предъявления падения женщины, ее признание, которое стыдливо срывается с ее уст, признание, которое, напоминаю, происходит тогда, когда женщина посвящает маленького ребенка в часть своего фантазма, ему приходится с этим признанием обходиться несколько иначе. Это оказывает огромное влияние на его судьбу. Я буду настаивать в данном курсе на том, что нет более важной для становления субъекта операции, важной не в том смысле, что он из нее много извлекает, а в том смысле, в котором она накладывает отпечаток на всю последующую его жизнь, на все последующие его собственные практики обращения с объектом наслаждения. Нету более важного эпизода в его жизни, нежели это подключение к женскому фантазму. В тот период, когда, как я сказал в прошлый раз, встречаются две анальные стадии. Анальность маленького ребенка, который только-только с оральным объектом расстался, и анальность, которая активизируется в качестве реактивного образования у родившей женщины. Последствия этого столкновения высекают в бытии ребенка искру даже, я сказал бы, смысла. Причем это смысл не в том отношении, в котором смысл – это что-то, позволяющее себя истолковать или что-то другое понять с его помощью. Смысл представляет собой то, к чему субъект возвращается. Куда бы субъект, взрослея в своих поисках наслаждения не собирался, какие бы способы ни были ему доступны, ему приходится носить с собой эту часть материнского фантазма, ему приходится переживать ее как нечто чуждое, потому что ему никогда не удастся примириться с ним, что этот фантазм ему вручен. Ему приходится выстраивать отношения с женским объектом, именно памятуя о том, что женщина в этот фантазм посвятить субъекта способна. Если мужчина в этом отношении, если мужчина способен стать отцом, вступить в брак, то это лишь потому, что ему каким-то образом удается с этим справиться. Фрейд намекает на это, указывая на то, что у мужчины есть страх перед генитальностью, что есть такие мужчины, на самом деле, их до определенной степени большинство, это касается каждого, которые не в состоянии никак со своей анальностью расстаться и перейти на уровень того, что Фрейд называет зрелым генитальным взаимодействием, когда от мужчины требуется становление мужем и отцом. Но Фрейд не мог ответить на вопрос о том, почему мужчина этого опасается, что ему угрожает. Фрейд развивает учение о кастрации, он указывает на то, что мужчина терпит угрозу в символическом. И здесь мы замечаем, что Фрейду приходится удалиться на уровень физиологии, то есть на уровень взаимодействия мужского и женского полового органа. Мы знаем, как часто за это Фрейда упрекали, сколько проклятий на его голову было вылито по этому поводу, но я хочу сказать, что действительно в критике есть резон.
Фрейд иногда совершает уступку уже со своей стороны и действительно вводит более буквальное сексуальное измерение там, где следовало бы, возможно, обходиться более тонким. То есть там, где Фрейд видит страх перед вагиной дентата, страх кастрации, который удержит мужчину от влагания своего органа в орган для этого предназначенный, нам скорее следовало бы видеть более-менее представленную в мужчине неспособность забыть как раз-таки то, что ему было дано на уровне взаимодействия с материнским фантазмом. То есть мужчина не спешит стать отцом не потому, что это возлагает на него социальные обязанности, как мы обычно его подозреваем, то есть видя его в роли, которая у женщин фигурирует под кодовым названием «этот козел», тот самый, кто не платит алименты и так далее. Но мужчина удерживает это отцовство не только то, что сопряжено с общественным грузом, который на него налагается этим отцовством, но его удерживает на уровне бессознательного, не дает ему перейти со стадии анальной на генитальную, именно то самое, что он несет в себе в качестве осколка этого самого женского фантазма, осколка, который он не может присвоить, который не подвергается ассимиляции, то есть усвоению, который в нем остается в качестве чего-то чуждого. Чем сильнее память об этом осколке будет стерта, чем более успешно мужчина от него отделается, чем более удачно ему удастся его с помощью отцовского означающего окуклить, тем легче пройдет та процедура, которую Фрейд называет, в общем-то, отцовским становлением, когда мужчина делается отцом сам. Но эта операция далеко не всегда проходит успешно. Более того, если вы обратитесь к работам современных аналитиков, то вы увидите, что сегодня механизмы регуляции, которые обеспечивали эту операцию, нарушаются. То есть современные аналитики совершенно всерьез говорят о распаде института семьи. Они касаются этой темы не с точки зрения, опять-таки, социологической, а с точки зрения именно символической. Действительно, сегодня с семьей происходит нечто такое, что приходится описывать с помощью аналитического языка. И происходит не прежде всего то, что касается разрушения возможности мужчины опереться на имя отца, то есть возможности каким-то образом смириться с тем, что в женщине ему непостижимо. Именно по этой причине мужчина демонстрирует сегодня то, что он склонен называть инфантильностью, то есть задержкой при переходе на генитальную стадию и принятии сопряженных с ней суровых обязанностей. То есть мужчина не вступает в матримониальность полностью. Он не оказывается в браке до конца. И если так происходит, то это не потому, что сама мужская порода подвергается вымиранию или какому-то истончению на уровне мужественности, а по той причине, что происходит нечто на уровне механизма, который Лакан отцовским означающим и называет. Этот механизм претерпевает какую-то порчу. Иногда аналитики поспешно называют ее коррозией или даже исчезновением. Я думаю, что это опрометчиво. Тем не менее, там что-то происходит. Вот эта формулировка «что-то происходит», мы пока ограничимся. Так или иначе, в дальнейшем нам необходимо описать, каким образом происходит эта передача материнского фантазма и как именно она в дальнейшем мужчину удерживает в том самом состоянии, которое можно было бы назвать состоянием обсессивным, то есть навязчивым. То есть какие механизмы приводят к тому, что этот фантазм, попав в поле зрения маленького мальчика, приводит к тому, что обсессивная перспектива, то есть его невроз навязчивости, закрепляется за ним, становясь в дальнейшем его судьбой и сопровождая все его собственные отправления в области сексуальности. Поставим тут запятую. Вопросы? Мы используем выражение «женская генитальность». То есть это в назначении стадии. Можете прояснить? Оно не остается проясненным до конца, скажем, у Фрейда или Лакана, но, по всей видимости, речь идет о том, что женщина приобретает, когда со своей стороны становится способна к чему-то такому, под чем напрасно понимают в специфической практике оргазма. То есть известно, что сегодня есть, и он, в общем, длится десятилетиями довольно модный спор между зрелым и незрелым женским оргазмом. Считается, что женщина анальная, незрелая, получает его как раз-таки фаллическим образом, то есть используя клитор. И если женщина, напротив, приобретает зрелость, она встречает того самого мужчину, что это такое, никто не знает, она приобретает способность получать наслаждение именно с помощью предпосланного ей анатомии органа. По всей видимости, Фрейд понимает под генитальностью именно это. Но поскольку сегодня мы получили совершенно другие данные, известно, что не существует никакого вагинального оргазма по отдельности, что женщина всегда задействуется орган целиком и полностью, мы под генитальностью, по всей видимости, можем понимать нечто симметричное мужскому становлению, то есть способность женщины быть женой и матерью. А можно я вопрос? Вот короче, да. То есть, если место, в которое женщина не получает наслаждения, ну, например, то есть там совершенно взрослой женщины, взрослой матерью своей, что-нибудь такого плана. Есть такие ситуации?
с точки зрения Кристи, женщине совершенно закрыто наслаждение именно в отношениях с матерью. То есть были гипотезы, согласно которым женщина, взаимодействуя с матерью, наслаждение причащается, то есть она как будто возвращается на какой-то более инфантильный уровень. Но Кристи, в общем, опираясь на аналитические данные Лакана, довольно убедительно показала, что существует в желании женщины немая зона. Даже от насильника женщина способна получить какое-то удовлетворение, ну, по крайней мере, на уровне, скажем так, не физиологическом, а символическом, потому что происходит, опять-таки, возможность падения. В случае с матерью, в взаимодействии с матерью падение исключено. Именно там, где женщина всегда остается для своей матери в своем роде мальчиком, а это бывает так, поскольку существует, опять же, идеальность развития, любой субъект, неважно, мужского или женского пола, образует первичное отношение к матери. То есть мать является объектом его влюбленности на очень ранней стадии. Именно поэтому, в том числе, женщина не способна перейти барьер, отделяющий от матери. Да, между ними могут быть прекрасные отношения, что мы иногда наблюдаем, но гораздо чаще происходит то, о чем женщина говорит в анализе, а именно то, что мать для нее невыносима. То есть, по всей видимости, эта зона является немой. Не всегда, когда субъект не удовлетворен, получил наслаждение. То есть мы, пользуясь аналитическим аппаратом, склонны считать, что если субъект был недоволен, то, скорее всего, он насладился. Мы склонны даже это подозревать. Но в случае с матерью, по всей видимости, женщина не обманывает. Там действительно зоны, в которой наслаждение не прощупывается. Давайте еще вопрос. Да. Я благодарен вам за столь живой доклад. Вот, и спасибо вам, что вы сразу пришли к делу, а не стали, значит, там рассказывать, читать нам какую-нибудь китайскую рукопись. Там, Что это могло быть такое? ну, вот, мне интересно, знаете, вот вдогонку, может быть, это как-то связано вот со всем тем, что вы говорите. Ну, во-первых, мне непонятен, например, вот мужчина, да, который каким-то образом вот, попадает в ситуацию, что он напивается как свинья, там лежит неделями на диване, и это уже не устраивает, да, то есть вот, эта ситуация такая довольно дорогливая, вот, и непонятно, куда от кого требуется, вот. И также, например, со стороны мужчины тоже реакция, да, это вот, трансвеститизм, я не знаю, как это мягко обозначить, Что да? имеется в виду? Ну, мальчики, когда переодеваются в девочек, там пытаются делать вот эти все операции, да. Вот, А как относится к мужчине, лежащему на диване? это вторая ситуация. Да. Так, а в чем вопрос? Как это связано вот с тем, что вы рассказываете, как это связано? Ну, на самом деле, в том, что касается вашего второго вопроса, это обширнейшая тема. Как известно, сегодня феминизм занят не женскими правами, а борьбой именно с тем, кого вы назвали трансвеститом. То есть существует женская хроническая позиция, которая заключается в том, чтобы ни в коем случае субъекта, считающего себя женщиной, но при этом родившегося мужчиной, в женское пространство не пускать. Так что позиция женщин здесь бескомпромиссна. И связано это, конечно же, как объясняют это сами феминистки, с тем, что якобы существует и некоторая женская гендеризация, то есть социальные практики вхождения в женский пол. И эти практики сопряжены с мужским насилием. Именно поэтому, как запальчиво заявляют феминистки, мужчина не может стать женщиной, потому что он этого насилия на тех этапах, когда женщина претерпевала гендерное давление, не испытал. То есть мужчине не стать женщиной, потому что само положение женщины в культуре сопряжено с отправлением насильственного антифеминистского характера, и поэтому мужчине просто не постичь, что такое бытие женщины, и до какой степени это опасно, рискованно, травматично и так далее. Но я полагаю, я, в общем, очень сильно подозреваю радикальных феминистов, которые этой аргументации придерживаются, что они-то на самом деле защищают именно то, чему я сегодня лекцию посвятил. Они защищают то самое женское наслаждение, возможность организации падения, сопряженного с утратой достоинства и чести на глазах у мужчины. Именно этого они мужчине не желают уступить, и поэтому они так резко выступают против вхождения бывших мужчин, даже если те сделали все операции в женские пространства. То есть на это они, в общем-то, и намекают, и поэтому в какой-то степени феминистское положение стоит под сомнением, поскольку именно к пресловутому женскому счастью, к возможности придерживать его для себя одной, они, в общем-то, и ведут. В этом плане можно задаться вопросом о том, до какой степени феминизм, в общем-то, феминистичен. Так, а первый вопрос я забыл. Про мужчин на диване. Так, да, мужчина на диване может устраивать женщину ровно по тем причинам, по которым я сказал выше. То, что он лежит на диване, не препятствует ему практиковать то, что практиковала жена кролика. Да, там вопрос. Я хотел бы задать вопрос, как относится Лакан и Фрейд к такой проблеме, как копирование. То есть, когда женщина и мужчина копируют в социальной сфере. Очень просто пениснайт. Что? Пениснайт, завис к пенису по-немецки. Но Лакан уже это слово не употребляет. Но главный вопрос,
может ли мужчина скопировать вот это вот женское счастье или счастье, так сказать, о том, о чем вы говорите? Можно было бы, конечно, рассуждать о каких-нибудь гомосексуальных практиках, но, признаться, у нас довольно мало материала, мы Да, это не сразу можем на это мало. опереться. Совершенно очевидно, что женщина может копировать мужчину. Другое дело, что здесь ее поджидает преграда, связанная с тем, что Фрейд формулирует в виде концепта истеризация. То есть женщине мужское доступно только через практики истеризации. Это ставит, с точки зрения Фрейда, перед ней непреодолимый барьер. Лакан с этим уже не Это согласен. вы говорите, когда женщина копирует. Когда женщина копирует мужчину. Сведений о копировании мужчины и женщины у нас, в общем, очень мало. О женском счастье, о котором я сегодня пытался говорить, у нас так мало сведений, что пришлось по крупицам нацарапывать чуть ли не с классической художественной литературы. Мужчина здесь остается еще более А вот потаенной такой вещью. момент, когда женщина может вообще до конца скопировать вот это вот наслаждение, так сказать, когда мужчина там, скажем, философство, там, или уже, так сказать, уходит в какие-то там, не знаю, высокие духовные сферы. Или это наука не изучена? Этих наука не умеет. Ну, очевидно, что ваш вопрос опять же целит дискуссию. Я на самом деле не стал бы занимать ни ту, ни другую сторону, чтобы не заканчивать дискуссию, чтобы не выглядеть глупо. Я предложил бы вам обратиться к работе Вирджинии Вульф «Три гинеи», которая полностью посвящена обсуждению того, что такое женщина в творчестве, что она в нем ищет, способна ли она с мужчиной сравняться, и если нет, то почему. Вот у меня такой вопрос. Был тезис выдвинут довольно-таки шокирующий, что мужчина в проститутке в конечном счете, насколько я понял, ищет фалос, а не наслаждение от того, что он очищает ее, и, если я правильно понимаю, накладывая вот свою печать. То есть печать благородства, то, что вы сказали. Чем это промотивировано? Вот мне интересно, например, вы приводили пример французской литературы, что там во многом прослеживается такое в сюжете, что мужчина добивается проститутки. Пример яркий такой же и в русской литературе присутствует. Ну, например, да, там, не знаю, вот Раскольников тот же, Да, и с Сонечкой Мармеладовой. Вот, мне бы хотелось, чтобы вы чуть пояснили этот момент. Это аналитическая интерпретация. То есть к этому подводит именно психоаналитический опыт. Это интерпретация, которую подводит Фрейд, указывая на то, что мужчина может искать, даже если он имеет дело с женщиной, только объект, а частичный объект, естественно, представляет собой фалос. То есть женщина является универсальным средством обмена, медиатором между мужчиной и мужчиной. Но это подтверждено антропологическими данными, скажем, Леви-Стросса, где женщина тоже выступает предметом обмена. То есть женщина нужна не для того, чтобы из нее извлечь наслаждение, и не для того, чтобы ей обладать, а для того, чтобы женщинами обменяться. Все это, естественно, решается на уровне мужского взаимодействия. То есть тут есть, конечно же, нечто гомосексуальное, ну, разумеется, социально дозволенное. Давайте последний вопрос и все. Про концепцию женского счастья, что оно в культуре появляется в довольно позднее время, вы сказали. А вот возможно ли то, что в целом сама концепция счастья, это только нам достаточно привычно задаваться вот этим вопросом, или что в позднее время, на самом деле, она только у людей появилась, а раньше люди об этом вообще не задумывались. Типа, вот счастлив ли я? Я понимаю вопрос. Я полагаю, что это во многом социальный конструкт, то есть здесь вполне можно говорить на языке социологии, изучения дискурсов. Именно через дискурс, в общем-то, мы это счастье можем воспринимать, часто дискурс литературный или дискурс сексуального просвещения. Есть американские работки, из которых можно что-то на этот счет извлечь, в основном это послевоенный период. Но в то же время мы не можем говорить о том, что это сконструировано так же, как с точки зрения гендерных исследований сконструирован гендер. То есть перед нами не что-то такое, что привносится культурой и является совершенно искусственным. Здесь есть скорее смычка между тем, что культура смогла в определенный момент предложить, и чем-то таким, к чему женщина, в общем, конечно, со своей стороны готова. То есть перед нами не конструкт как таковой, это не нечто исключительно привнесенное определенным историческим моментом. По всей видимости, что-то такое обнаруживалось даже на уровне, скажем, жены Сократа. Не случайно он на нее жаловался так изобильно. Но в любом случае, опять-таки, культурного обозначения у этого не было. Благодарю за интересную лекцию. Вопрос такой, может быть, очень обширный, но хотя бы наметить ориентир. Вы сказали, что в современном обществе означающий отца, по сути, выполняет роль государства и института государства, не только в основном. Если представить, что общество будет двигаться к либертарианству или даже анархизму, как будет меняться отношение женщины и мужчины к удовольствию? Я хотел сегодня поговорить о пресловутом стакане воды, хотя это, конечно, навязшая в зубах тема. В общем-то, о нем я сказал, когда привел пример из «Бесплодной земли» Эллиота. По сути, когда речь заходит об этом стакане воды, то имеется в виду то самое действие маленькой машинистки, которая снимает иглу с пластинки, чтобы уступить мужчине, а после того, как он ушел, быстро поправить юбку и опять иглу на пластинку поставить. Это и есть, в общем-то, иллюстрация стакана воды в действии. Причем, что здесь, как мы видим, иллюстрируется это с женской стороны.
То есть есть всегда подозрение, что теория-то инициирована именно мужчиной в его ненасытности, что женщина на самом деле не заинтересована. Но есть и обратные примеры, когда женщины идут на уступку по той причине, что они считают, скажем, что мужчине это будет полезно или доставит ему удовольствие. Я не думаю, что даже если произойдет нечто революционное, в координатах происходящего что-то может поменяться. Об этом ясно говорит Лакан в 17-м семинаре, указывая на то, что даже самые кровавые революции, он имеет в виду, конечно, революции 17-20 года в России и Европе, изменили облик настолько, чтобы отцовское значащее отступило со своих позиций. Единственное, что произошло в тот момент, это перемена господского режима на режим университета. То есть вместо власти того, кто своим телом утверждает благородство властителя, вместо власти короля, царя, императора, появляется бюрократия. Это, безусловно, налагает на желание мужскую печать, в меньшей степени на женское. Хотя женщины тоже пользуются преимуществами, которые бюрократия открывает. В частности, я описал это в прошлом году, указав на быстрое развитие латентного наслаждения в литературных текстах, которые доступны и адресованы именно женщинам. Это становится возможно только в период дискурса университета. Я в этом плане отсылаю вас к 17-му семинару Лакана, где описаны его следствия и особенности. Но так или иначе, я полагаю, что анархизм способен обернуться только новым витком бюрократии, причем бюрократии, облика которой мы сегодня, возможно, даже не представляем. То есть любой освободительный жест, это вписано в дискурс университета, вы можете убедиться в 17-м семинаре Лакана, посмотреть на структуру этого дискурса, ее разобрав вместе с Лаканом. Любая революция приводит к господству С2. Знания, которые кодифицируются в практиках закона, легализации и так далее. То есть революция не просто приводит к обновлению С2, но она содержит в себе мощные средства, которые позволяют этому С2 вновь взойти на пьедестал и благополучно функционировать. При том, что это С2, конечно, многолико. Так сегодня, скажем, в качестве примера С2 я привел не знания специалистов, как это делает Лакан, не науку, не университетское преподавание, а, например, дискуссии в соцсетях. Это тоже одна из сторон С2, которые мы не знали еще лет 30 назад. Лакан этих примеров не приводил и даже не мог себе представить, во что это С2 выльется. Хотя он предупреждал, что формы, которые оно принимает, непредсказуемы. Есть у него глава, посвященная так называемому С2 в воронке, которая затягивается в эту воронку именно по той причине, что сам вихрь значащих, с которого оно состоит, принимает непредсказуемое направление. И, по всей видимости, Лакан, даже не предсказав появление функционирования С2 на уровне соцсетей и бесконечных битв либералов и ватников, тем не менее предсказал, что формы, которые С2 принимают, меняются вместе с новым историческим раскладом. Еще одна революция, скажем, НТР, произошедшая в 60-е годы, Лакан ее еще застал. И вот тебе, пожалуйста, новые виды С2, которые реализуются в форме сетевых анонимов. Любая революция, какой бы она ни была, способна только обновить, перезапустить режим функционирования С2, придать ему форму, которая нам еще сегодня не знакома и нами не прозреваема. Но она не может его отменить. Если же оно неотменимо, стало быть, и положение женщины не меняется тоже. Оно идет постепенно к раскрепощению, это несомненно. Но оно идет к раскрепощению именно в том виде, в котором я его описал. Раскрепощается в женщине не субъектное, а именно женское. То есть она все ближе подходит к этим самым исконным практикам вот этого женского наслаждения, она все более умело и четко их использует. Патриархат больше не мешает ей в этом. Тот самый патриархат, который раньше требовал, чтобы женщина блюла себя, чтобы она себя мужу не показывала, чтобы она пребывала перед ним в стеснении очей, он больше не работает, и стало быть, пути для реализации именно женского наслаждения, женского счастья открыты. То есть пока феминизм чтится дать женскому именно субъектность, в мужском, конечно, смысле этого слова, потому что другая в европейском раскладе не представлена, женщина все больше овладевает чем-то таким, что мужчине совершенно непонятно, недоступно. Спасибо за ваш вопрос.